В этом видео вы увидите один из самых красивых и необычных городов Польши – Казимierz Dolny. Очень часто нам рекомендовали посетить это место. И вот мы наконец доехали. Да еще с дополнительным путешественником, который еще не видел Польшу. Посмотрим, сможет ли он пройти вместе с нами десятки километров. Как всегда, мы выезжаем практически с рассветом. Почему? Это вы узнаете чуть позже. Поэтому досмотрите первую часть видео до конца. И обязательно вторую часть. Шесть часов утра. Куда мы едем? Казимierz Dolny. Ура! По вашим рекомендациям. И у нас новый гость. Новый путешественник. Мы тебя замучаем. Замучаем, да, Настя? Андрей, ты выспанный? Да. Настя, ты? Да. Ось о два бодрячка. Итак, Казимierz Dolny – небольшой город в Люблинском воеводстве. Казимierz на Висле – второе название этого очаровательного места. Этот городок с населением меньше 3000 человек ежегодно посещают более миллиона туристов. Толпы туристов приводят к утрате очарования милого города эпохи Возрождения. Уже почти приехали. Классно как. По кругу? Ездим, не найдем парковку. Вот мы и приехали. 2,5 часа, и мы в Казимierzu Dolnym. Погодка классная, солнышко. Как погодка? Солнечно, хорошо. Тепло, да. Наконец-то дождались весну. Птички поют. Городок такой уютный. Мне прям очень понравился. Ну, посмотрим. В средние века город имел важное торговое значение. Расположение города на Вислинском пути повлияло на строительство в городе множества амбаров для хранения перевозимого зерна. Зернохранилища – самые характерные здания. Они определили великолепие и богатство жителей. В 17 веке в Казимierzu было 60 зернохранилищ. Некоторые из них до сих пор стоят, очаровывая богатым орнаментом стен. Город часто называли Маленьким Гданьском. Название происходит от Казимира Праведного, князя Малой Польши. Город был назван Дольный, чтобы отличить его от Казимierz Горного. Война со шведами и эпидемия холеры ослабили влияние города. Казимierz Dolny снова стал популярным только в XIX веке, благодаря своему внешнему виду. К сожалению, город сильно пострадал во время 2 мировых войн, а восстановление началось в 1945 году. Вот здание городской администрации. Я еще нигде в Польше не встречала такого атмосферного и завораживающего средневекового здания администрации, от которого так и веет историей. Разве что в Сандомире. Кстати, по ссылке сверху можете посмотреть видео о Сандомире. Уникальный городской архитектурный и ландшафтный комплекс Казимierz был признан одним из лучших в мире, поэтому с 1994 года Казимierz Dolny является историческим и природным памятником Польши, а природа оберегается ландшафтным парком Казимierz с отдельными заповедниками. Францисканский монастырь 1638-1668 годов, частью которого является еще более старая церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 1589 года. Вероятно, именно здесь когда-то лежала Вецна-Гура, место, где зародился Казимierz. Монастырь находится напротив костела святого Иоанна Крестителя и святого Варфоломея.
на противоположной стороне рыночной площади. К этому комплексу ведет старинная крытая лестница-переход, даже немного похожа на какие-то монастырские пещеры. И эхо тут такое. Ну а наверху открывается невероятный вид на Казимеж Дольный. Где котик? В кустах. В одуванчик. Сейчас мы находимся на обзорной точке Санктанариум Казимеж Дольный. Видно как на ладони. Очень маленький городок, всего лишь 2500 населения. Но очень красивый. Город находится в Малопольском воеводстве. Раньше принадлежал к Сандомежскому округу. Казимеж Дольный. Панорама на городок. Казимеж Дольный был королевским городом. Считается, что основное развитие его произошло благодаря королю Казимежу. В честь его и назван этот город. Раньше он был очень успешным благодаря торговле зерном, так как тут находится река Висла. Был торговым городом.
Рыночная площадь расположена в центральной части города между тремя костелами. Чтобы получше рассмотреть все детали, лучше приезжать в город пораньше. В это время туристов еще нет, только местные жители готовятся к наплыву гостей-туристов. Прогуливаясь по рыночной площади, можно полюбоваться необычной архитектурой многоквартирных домов, окружающих рынок. В глаза бросаются декоративные элементы на фасадах зданий. Есть два пшипиловских многоквартирных дома 1615 года. Их архитектура относится к итальянскому и голландскому ренессансу. А уникальный внешний вид сделал их одним из самых узнаваемых памятников Казимира Дольного. В внешней части домов размещены аркады. Колодец на рыночной площади – один из 3 колодцев в городе, служивших уличным источником воды. Датируется XIX веком. В нем установлен насос. Колодец на рыночной площади – самый узнаваемый атрибут города. Казимирский петух. Символом этого города является петух. По легенде, петух спас город от нечистой силы, и теперь его изображение можно увидеть повсюду. Игрушки, сувениры, сдобные калачи в виде петуха и даже памятник петуху. Это особые приметы Казимира Дольного. В Кракове есть свой деликатес – обварзаны, а у Казимира – дрожжевые булочки в форме петушка. Петухи запатентованы и выпекаются в 2 вариантах – с тесьмой или без. Также в пекарне можно купить имбирных петушков. Что это такое? Когут казимирский. Ты. Класс. Открываем. Ну что, вкусно? Просто лапай кибачку. Це хвост. Вкусно, Настя? Булочка обычно сладкая. Петушиная булочка. Вкусно.
Реально качается. Памятник собаке. С ним связана интересная легенда. Когда-то на старом рынке жил бездомный пес по кличке Верникс. Местные жители очень любили его и всегда подкармливали. В теплое время года пес жил в городе, а в холодное переплывал Вислу и прятался в лесах от холода. Так и плавал туда-сюда несколько лет. Каждой весной жители Казимежа собирались на берегу Вислы, встречая лохматого путешественника. Но однажды он не приплыл. Горожане погоревали и решили увековечить облик Верникса на одной из городских улочек. Греко-католический костел святого Иоанна Крестителя и святого Варфоломея, старейший храм города. Первые упоминания о приходе относятся к 1325 году. Его основателем, скорее всего, был сам король Казимир Великий. Костел несколько раз перестраивался. Сейчас это стройное готическое здание с красивыми фронтонами эпохи Возрождения. Но наиболее ценными здесь являются самые старые органы в Польше, которые до сих пор используются во время концертов. Что, закрыто? Надо закрутити. Блін, у мене немає катушки. Гора трех крестов. 3 креста установлены в память жертв чумы 1708 года. На гору стоит подняться, чтобы полюбоваться видом на город и долину реки Вислы. Склоны и вершины холма заросли дикими растениями. Несмотря на это, с ее вершины открывается прекрасный вид на Казимеж Дольный. Поднимемся по ступеням и посмотрим на город сверху. Идем на гору. Идем на гору трех крестов. Я тоже в рот запхну, а жевать не могу. Я ж надо їсти буде. Задохну тебе. Путешествие Хорошо. не тяжело? Не, классно, вот все супер. Да? Сколько ступенек уже прошли? Да я не заметил. В принципе, отсюда тоже будет. О, красота. Видок. Вот и наша цель. Какой очаровательный вид сверху на панораму города. Отсюда он кажется таким крохотным. Вон рыночная площадь. Видите? Какое вы местечко нашли? Андрей, где мы находимся? Где мы находимся, Андрей? На горе трех крестов.
Спускаемся с горы Трех Крестов, чтобы посмотреть руины замка. Руины замка Казимежа Дольного. Погодка теплая, солнечно. Классный денек. Устала? Нет, Вообще ни грамма не устала. вообще. Башня. Нет, что надо отбывание. Поближе посмотрим. Ух ты, Настя, фотки какие можно зробити. Какая зелень. Весна наконец пришла и к нам. Опять активный отдых. Очередная гора. Фитнес. Это же какие вы должны быть. Но посмотрим, может вид классный. И покажем вам. Башня. Интересная постройка с не совсем понятным предназначением. Наиболее вероятно, башня выполняла роль маяка для облегчения судоходства по Висле. Внутрь попасть не получится, закрыто. Зато снова можно полюбоваться панорамой Казимежа и Вислы. Красота? Да. О, Висла. Ветерок на башне. Да? И тут же начинается один из природных оврагов.
Все зелено, так красиво. Ты устал? Не. Еще километров 20 А сейчас пойдем вот так по набережной. и до Украины дойдем, да? Путь выбирают, путь. Ну, 20 минут сейчас еще вот так. М. Устала? Нет, еще пойдем. Как тебе город? Очень красивый. Погромче, пожалуйста. Очень красивый. Что из увиденного пока понравилось тебе? Все. Все. Будешь теперь тут жить? Не знаю. Но тут природа очень красивая. Особенно на этой горе. Ну, башня. Твоя башня. Башня. Сзади. Роза не збиралася. Ну, вообще выспали. Дома, не нормально. Руины замка XIV века Казимира Великого, возведенный в XIII и XIV веках недалеко от переправы через Вислу. Он должен был служить охраной переправы. Замок пришел в упадок в конце XVIII века, а руины сохранились до наших дней. Крепость со сторожевой башней и нижним замком, которая претерпела множество реконструкций, со временем была разрушена. Однако ее стоит посетить, ведь с холма, на котором стоит замок, открывается красивая панорама Казимежа. В этот раз внутрь руин заходить не будем. Лучше покажем вам побольше других интересных мест, но продолжение вы увидите во второй части. Будет не менее интересно, ведь уже в этой части не пересчитать, сколько раз мы поднимались и спускались с холмов. Я вот все думала, почему мне так понравился этот город. Оказывается, Казимеж Дольный – популярное место у творческих людей. Тут они вдохновляются. Вот и я вдохновилась в этом месте на новые интересные тревел-видео для вас. До встречи в новом видео.